Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, и я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Всем привет! Небольшая распаковка. Один поход в магазин по нынешним временам – это достаточно дорого. У меня доставка из самоката, я потратила 706 рублей, конечно, списала бонусы, конечно, там посмотрела на какие-то скидки, что-то брать не стала, потому что это дороже, чем, допустим, в том же Магните, который у меня у дома, и я знаю, что я там возьму, и качество будет тоже хорошее. Но посмотрим, что я купила на 706 рублей. Смотрите, какой достаточно большой пакет. Здесь вещи, которые мне нужны. Это продукты. Так, начнем. Во-первых, это вот такая вот вермишелька, итальянская паста, которая была по скидке за 99, по-моему, рублей. Увидела сразу, решила, что надо брать, тем более, что у меня макароны все практически закончились. Также вот такой вот сыр. Чеддер, очень его люблю. Рис обычный в пакетах. Я использую рис в пакетиках, потому что мне так удобней. И не так часто я его готовлю. Но вот у меня рис закончился. Хотя есть гречка, есть каши какие-то. Вот рис закончился. А мне его прям хотелось в последние дни. Поэтому я купила, чтобы был запас небольшой риса. Далее сметана. Поставим. Сливочки самые простые для кофе. Вот такая вот вермишель быстрого приготовления вот этой вот фирмы Мама. Она очень вкусная. Это том-ям. Я очень люблю этот вкус и именно этот бренд. У самоката он по прям хорошей цене 79 рублей. Так, камера трясется. Это сладкое. Творожный мусс. И побаловать себя вот такая вот небольшая крошка. Вот и все, собственно. Как считаете, много это или мало? На целых 706 рублей. Без скидок всяких выходило больше, но, к счастью, мне удалось немножечко сэкономить. Осталось докупить овощи, яйца, и практически можно будет целую неделю питаться. Такая классная погода сегодня, я работаю. Пятница. Может быть, к вечеру еще более-менее будет, хотя там уже пробиваются какие-то тучки, и по прогнозам вечером должен быть дождь. Но я надеюсь, что все поменяется. У нас такое может быть. Завтра обещают дождь, ветер. Ну, в общем, как обычно, выходные, а у нас погода портится. Ну, что-нибудь придумаем. В прошлой серии мельком показала свои магнитики, а теперь хочу показать их более подробно. Их совсем немного, но они есть. Вот такая вот фотография времен работы, когда я ходила на всякие пиар-мероприятия. Это вот просто куплено где-то в Магните, понравилась. Она такая прикольная. Серия магнитиков, связанная с Алко. Просто прикольно было собирать какое-то время. Ну и некоторые достаточно такие не сильно популярные. Это, по-моему, откуда-то из другой страны. Брау, Голубицкая. Туда я ездила прошлым летом. Еще одна Брау. Прикольная бутылочка расплющенная, маленькая. Артакой. Одно из моих любимых мест в Стамбуле. Вот такая вот, такое зеркальце на магните. Это на самом деле на смартфон крепится, но у меня висит на холодильнике. Вот такой вот магнитик авиакомпании «Россия». Тигролетик.
Еще один стамбульский вид. Вот это, кстати, не магнитик, это одноразовый билет, но он у меня тут тоже прицеплен. Еще одна авиатематики магнит. Тоже откуда-то с пиар-мероприятия. Это просто открыточка. Еще один турецкий магнит. Это Шато Пино. Магнитик из бара 55 новороссийский. Еще один стамбульский магнит. Ну, у меня серия таких магнитов. Локомотив. Ну, конечно же, куда же? Клуб, за который я болею. Это Татора, которого я купила во время своей поездки во Вьетнам. Дальше двигаемся. Тут просто памятка по винным сырам. А, Вот такой вот непонятный человечек. Вьетнамская купюра. Магнитик из Трабзона. Кстати, я была в Трабзоне и была в Батуми, но из Батуми почему-то магнитика не привезла. Сайгон. Абрау-Дюрсо, вина Абхазия. Но вот эти штуки из какого-то магазина типа Магнита. Что-то такое. Вот такая вот микроколлекция. Специально не собираю, но стараюсь привозить из тех городов, в которых я бываю. Ну, вот Стамбул особенно много. Раньше коллекция была больше, что-то у родителей, что-то осталось на прошлых квартирах. В общем, что есть, то есть. Вот же еще вот этот миленький магнит из Эскишехира турецкого, на котором написано по-турецки «Зачем нам пилатес, если есть пататес?» Ну, то есть картошечка. Очень-очень. Ну, еще хотела сказать, блин, вот эту бумажку надо убрать. Это, кстати, у меня висит... Ай. У меня висит кондиционер, чистка кондиционеров, сплит-систем. Прошлогодняя. Еще в прошлом году я так и не почистила. Смотрите, в прошлом году это стоило 1500 рублей, а в этом году это тот же самый номер, чтобы вы понимали. Вот, смотрите. Вот, стоит уже 2000. Такие дела. Короче, все дорожает. Ну, кстати, вот здесь прикольно, что вина прям такие, ну, типа абхазские бренды. А здесь просто какие-то от балды. Вот, видела похожую в Турции, но не купила, потому что у меня уже не оставалось наличных денег на это. Вот так. А вы собираете магнит? Пишите в комментарии. У нас там льет. Я иду вынести мусор в домашнем прикиде. Еще и похолодало. Короче, выходной, как будто бы зима. Короче, мокро, дождик, еще и ветер сильный, порывами, то есть, то нет. Новороссийск во всей красе, лето начинается вот как-то так. Ой, какие красивые розы у меня здесь возле дома растут. Ну, вообще у нас много где по городу просто рассаженные цветы. Розы всех разных цветов и оттенков, ну и всякие другие растения. Ну, посмотрите, какая красота сегодня утром. Солнце светит, и как будто бы не было вчера этой пасмурной погоды. По прогнозам, сегодня до вечера не будет дождя, поэтому надо воспользоваться этим и пойти гулять. Так что погнали. Прикиньте, хотела снять вам завтрак, но забыла. Ну вот, покажу немножко кусочек своего утра. Жду, пока остынет мой кофе. Это кофеек. Приготовила. Заряжаю колонку. Она у меня как колонка к проектору. Я вчера смотрела, и она немножко разрядилась. Заряжаю смартфон. И немножко играю в Симсов. Ого, да, знаете, я играю в Симсов. Но время от времени, когда просто хочется отвлечься от новостей, потому что я с ними каждый день. Ну и, короче, вот есть время, пока я... А еще у меня сохнут волосы. Пью кофе, сохнут волосы, и ничего не делаю, просто отдыхаю. Ну, такой вот у меня классный выходной день.
Хотела немножко поснимать вам сегодня, но оказалось, что не могу найти свою селфи-палку, которая для экшен камер 360 лежала у меня в рюкзаке, но куда-то я ее, короче, дела. То ли вытащила, когда какие-то вещи вытаскивала. В общем, я весь дом перерыла и не нашла. Ну, в рюкзаке ее, естественно, тоже нет. Проверяю сейчас все возможные места, где она могла бы быть. Но шансов, конечно, мало. Вообще не представляю, как можно потерять селфи-палку. Она такая заметная. Это же не что-то маленькое. Цветы какие, смотрите, красивенькие. Немножко завявшие, но все равно красиво. Да на Алексина, я не знаю зачем, просто пройтись. Мокрый асфальт, чайки режут серый день. Ты на перилах, я на шаг в стороне. Молча считаем грузовики вдалеке. Каждый приходит, каждый уходит теперь. Новороссийская соленая тоска. Море и горы держат в руках. Я среди людей, но все равно один. Ты смотришь, больная, в глубину. Новороссийская, горчит твоя волна. Светлая грусть накрыла меня. Мы по краю набережной идем вместе, но каждый в своем. Красные контейнеры, как кубики детских снов. Вкус мандарина на фоне чужих разговоров. Ты улыбаешься, словно уже уходил. Я задаю вопрос, но его глушит соленый пыл. Новороссийская Соленая тоска. Море и горы держат в руках. Я среди людей, но все равно один. Не знаю, как будет слышно из-за ветра, но постараюсь рассказать. Короче, сезон начинается, и многие думают, что в Новороссийске вообще негде купаться. Но на самом деле у нас весь город — это пляжи. Да, какие-то пляжи ближе к порту, какие-то дальше. Но, тем не менее, я бы не сказала, что какие-то чище, какие-то грязнее. Да, есть свои нюансы. Например, там в городе мало ли какие сливные штуки могут быть. Но это есть в любых городах. И в Сочи этого много, и в Адлере, и на всем вот том побережье Куске, куда толпами едут туристы, этого тоже очень много. Если у нас мазут, на камнях встречается, но не так много, как некоторые СМИ, агенты вещают. Я добавлю еще, что город у нас не курорт, поэтому ждать, что здесь будут все курортные развлечения, как в том же Сочи, не стоит. Но тем не менее, у нас тут не так много гостиниц, но многие сдают жилье и апартаменты. Найти это нормальное дело. В частном секторе есть гостевые дома, достаточно много. У меня родители приезжали и жили в таком доме. Еще я здесь, кстати, не жила. Просто приезжала туристом, и вот мы так пересеклись, можно сказать. Короче, приезжайте. На самом деле здесь классно. Я порекомендую свой, конечно, район для жизни. Это Южный. Но в центре тоже хорошо. И в центре больше мест, куда сходить поесть, например. И так далее. Ну, а самый большой пляж здесь в городе — это тот, по которому я сейчас иду. Точнее, иду по дороге рядом с ним. Это пляж Коса.
он практически на выходе из бухты. Он считается достаточно чистым, потому что здесь точно нет сливов, потому что, смотрите, с одной стороны у нас пляж Коса, с другой стороны у нас Суджукская лагуна. А вот здесь, кстати, раньше стоял дельфинарий. От него остался только вот такой вот типа фундамент круглый. И раньше он здесь был. Убрали. Вот это пляж Коса. Он очень большой, он там и начинается, и вот он заканчивается. Здесь очень много места. В начале пляжа есть разные развлечения, разные там штуки. Здесь уже поменьше. Но есть и раздевалочки, и все, что вы хотите. Вообще, на самом деле, так много хочется рассказать, поделиться проблемами, потому что у меня их сейчас почему-то очень много. Они, конечно, все по мелочи, но складываются в какое-то общее такое проблемное состояние. Но я не хочу вас грузить. Я вообще не хочу никого грузить, и мне не хочется рассказывать о том, с чем я сталкиваюсь, там, нехваткой денег и с кассовым разрывом, условно говоря. Короче, кому это все интересно? Поплакаться, я в подушку поплачусь. Вот, но вот такое состояние, оно меня привело сегодня к тому, что я очень хочу поменять всю свою жизнь. Да, опять. Перемен каких-то хочется. Хочется перемен, и я начну с себя. Решила вообще отказаться от алкоголя на какое-то время. Не знаю, насколько, не ставлю каких-то четких рамок. Решила отказаться от вредной еды, от хлеба в том числе. Постараться его меньше есть, точнее, вообще не буду покупать. Зачем? Короче, надо и худеть, и экономить, и все это вместе. Вернусь к той же йоге. Я уже начала ее делать вчера, занималась. Поняла, что очень давно не занималась. Не могу сделать нормально некоторые элементы. Не хватает мне уже моей растяжки и гибкости. И надо все это возвращать к норме. Короче, все в наших руках, ребят. Как бы плохо ни было, я не скажу, что прям все очень плохо. Все-таки я сижу в квартире с видом на море, на маленький кусочек моря, и у меня есть крыша над головой, у меня есть, условно говоря, деньги, чтобы платить эту квартиру дальше, и работа у меня есть, и я стараюсь работать, и все будет хорошо. Все будет хорошо. И если вдруг вы столкнулись с какой-то такой похожей ситуацией или с проблемами какими-то, просто напишите в комментариях что-нибудь доброе. И поддержите меня лайком, пожалуйста, и подпиской, если вам не сложно. Это очень поможет продвижению моих видео. Пока-пока. Увидимся.